Скажите, пожалуйста, вот в случае распада государств на такие образования, как вы сказали, что ждет христианские народы, населяющие эти страны? Спасибо. Будем надеяться, что Бог не выдаст, и что эти государства не распадутся. Но если мы посмотрим на то, что происходило в Ираке, на то, что происходит сейчас в Сирии, мы можем себе представить, что... Да, на то, что сейчас происходит в Египте, кстати говоря, мы можем себе представить, что как минимум будут осуществляться этноконфессиональные или просто конфессиональные чистки, то есть изгнание христиан с каких-то территорий, потому что, по сути дела, в арабском мире нет религиозно чистых территорий. Везде живут мусульмане и христиане в основном, хотя есть представители других религий. В одних местах больше мусульман, в других местах больше христиан. И будут этнические чистки, либо мягкие, в больших кавычках, когда просто людей запугивают и вытесняют, либо жесткие, без кавычек, когда просто людей убивают или с использованием оружия изгоняют из мест их постоянного проживания. Кстати сказать, этот процесс уже происходит в настоящее время в Сирии, потому что в тех зонах, где большинство составляют сунниты, христиане изгоняются. Не только христиане, но и, кстати сказать, христиане разных вероисповеданий, включая даже таких близких нам армян. Так вот, из армянской церкви православной. Так вот, это вариант. А еще один вариант заключается вот в чем. Дело в том, что христиане в разных странах, они не станут так вот пассивно, я бы так сказал, наблюдать за происходящим и совершать только эмиграцию в Европу или в Америку. А совсем нельзя исключать и какую-то форму сопротивления. То есть совсем не исключено, что в некоторых арабских странах может начаться гражданская война. Гражданская война на вот такой этноконфессиональной или чисто конфессиональной основе. Но все-таки мы ведь недаром говорим во всех этих вещах. Не для того, чтобы злорадно потереть руки, например, совсем нет, а для того, чтобы указать на ту опасность, которая грозит арабским народам, арабским странам, арабским государствам. И что-то, может быть, сделать через средства массовой информации для того, чтобы показать, вот что будет у вас, не дай бог, да, если дальше так будет продолжаться. Поэтому от нас зависит, насколько велика или насколько мала будет та вероятность или те вероятности, о которых мы с вами говорим. Скажите, пожалуйста, а каким образом шиитский Иран включен в этот процесс? Какова его роль и что происходит? Спасибо. Ну, что касается шиитского Ирана, то иранцы сами рассказывают о том, как они во все эти процессы включены. В частности и особенно вот буквально на днях официальные лица иранские сообщили о том, что на территории Сирии воюет некоторое количество людей из корпуса стражи иранской революции и так далее. То есть то, что Иран поддерживает Сирию Башара Асада, это однозначно. Это достаточно известно. Другое дело, как далеко может пойти Иран в защите Сирии, точнее в защите
Башара Асада и режима Башара Асада, я думаю, что достаточно далеко, потому что иранцы прекрасно понимают, что то, что происходит в Сирии, это такие бои накануне нанесения удара по самому Ирану. То есть бьют по тылам, бьют по флангам, иранским я имею в виду. А готовится-то, в общем, серьезный, большой удар по Ирану. Я, когда говорю «готовится удар», не хочу сказать, что он обязательно будет. Будет он или нет, это очень большой вопрос. Но все идет к тому, что он будет. Я хотел бы, чтобы вы еще посмотрели на ситуацию внутри Ирана с точки зрения религии. Ведь там же много религий в Иране. И ислам совсем не подавляющая религия. Там достаточное количество армян, христиан. Вот, там евреи тоже есть. Как, по вашему мнению, там происходит процесс? Спасибо. Ну, в общем, да, но как бы это выразиться поточнее? Это в определенном смысле фактор слабости Ирана. Почему? Потому что он является многонациональным государством, и мы очень хорошо знаем о том, что есть территории, заселенные азербайджанцами, и это проблема. Мы также знаем, что есть в Иране и сунниты, и, между прочим, есть экстремистские и террористические группировки, суннитские, действующие на территории Ирана. Я в данном случае имею в виду группировку Джундулла, воинство Аллаха, которое, по некоторым сведениям, поддерживается из-за рубежа. То есть иранцы любят говорить, что их поддерживают американцы. Я еще раз говорю, иранцы любят говорить, я не говорил этого. Что их поддерживают американцы и британцы, и исключать этого целиком нельзя. И еще раз скажу, это слабые пункты во внутренней политике Ирана, который, что уж тут греха таить, все-таки проводит, я бы сказал, политику Ирана шиитского гегемонизма, потому что есть там, да, и иудеи, и евреи, есть там и представители армянской церкви, и те же сунниты, но все-таки и господствующей идеологией является шиизм имамитского толка, и политической идеологией является хомейнизм, который совсем не всем по вкусу, потому что есть очень серьезнейшие расхождения на вероучительном уровне между шиизмом и суннизмом. Причем противоречия и различия непреодолимые. То есть невозможно вот сесть, скажем, с одной стороны шиитом, с другой стороны суннитом и договориться по вероучительным вопросам, потому что тогда суннизм перестанет быть суннизмом, а шиизм перестанет быть шиизмом, что невозможно. И в данном случае мы должны рассматривать Иран не изолированно, а в широком контексте Ближнего и Среднего Востока, особенно во взаимоотношениях с аравийскими государствами, в первую очередь с Саудовской Аравией. Потому что в Саудовской Аравии ситуация зеркальная по отношению к Ирану. Если в Иране сунниты являются конфессиональным меньшинством, то в Саудовской Аравии шииты являются таким меньшинством. И, между прочим, что характерно, в Саудовской Аравии шиитами заселена область Эль-Хаса, восточная провинция, где сосредоточены все углеводороды. И то же самое, но только зеркально, в Иране. И, кстати сказать, на территории Ирана действуют то ли настоящие, то
столь эффективные всякие национально-освободительные движения. То есть там, например, действует движение за свободу Арабистана. Арабистан — это так называют часть Ирана, примыкающую к Ираку, из-за которого, между прочим, была жуткая совершенно война, которая длилась чуть ли не целое десятилетие. И еще не все успели эту войну забыть. Так вот, возможны самые разные варианты, но вот на сегодняшний день есть то, что есть.